Привет всем моим подписчикам и новым зрителям, с вами Матвик. Недавно нам слили еще 8 эпизодов, то есть всю первую главу, оставшиеся 10 серий выйдут ближе к осени. Ниндзяго: Восстание драконов на русском языке. Посмотреть их без каких-либо watermark и подобного можно по ссылке в описании в моем телеграм-канале. Помимо этого там регулярно выходят новости, даже раньше, чем на ютубе. Также не забывайте про мою группу ВК, где вы можете приобрести фигурки по реально низким ценам. В одном из предыдущих видео я сделал разбор первой и второй серии, а в этом я сделаю подробный разбор 3-6 эпизода, а 7-10 я разложу уже в следующем ролике. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Третья серия. Карнавал на перекрестке. Ллойд будет новых героев, зовя на тренировку. Арин ждал этого дня, пожалуй, всю жизнь, но вот Сори все это не очень нравится. Она напоминает парнишке о карнавале на перекрестке, где будет выступать фокусник Дорама. Ребята пытаются увлечь этой идеей Зеленого, на что тот лишь пытается включить тренажеры, как старый добрый Ву, однако с первого раза у него не выходит. Он ставит условия Арину и Сори, чтобы те прошли полосу препятствий, пока он пьет чай. Это максимально открытая отсылка на самую первую тренировку Кая в монастыре. Пройди полосу препятствий, пока я пью чай. Может, тогда ты будешь готов. Я раньше-то считал, что на его месте в этом сезоне должен быть красный, а теперь я просто уверен, ведь не тренировали так Ллойда. Ему, конечно, могли рассказать другие, как их тренировали, но я не думаю, что он так хорошо запомнил бы это. Да и в целом, если взять Кая из первых 2 сезонов, сыплющего мудростями и уроками, он подходит на эту роль гораздо лучше, как по мне. Да, в последних сезонах он стал уже не такой, как раньше, но что мешает немного повернуть его характер вспять? В общем, новые герои тренируются аж до заката, что Сори далось с огромным трудом, зато Арин все это время был на энтузиазме. В конце Ллойд вновь пародирует дядю из пилотки, и не знаю, как вас, но меня это прям подбешивает. Лично я считаю Зеленого блатным персонажем, не в контексте воровства, и думаю, что он не заслужил стоять на месте сенсея Ву. Арин и Сори обсуждают вариант отдыха на ярмарке, и планируют они вернуться обратно к рассвету. Только я не понимаю, неужели такие тренировки не изнуряют до такого состояния, что единственным отдыхом может быть лишь сон? Они больше суток хотели не спать после такого? Ладно, логика — это что-то незаконное для мультиков. На празднике мы можем заметить скелета, жонглирующего головами, Манса с молотобойцем, бесплатное мороженое и даже заклинательницу людей. Максимально странно, но забавно. Герои спешат на конкурс пирогов, где главную конкуренцию Арину составляет какой-то человек-улитка под именем Грэб Барк. Неожиданно крысы нападают и крадут Лоба. Ниндзя не могут просто так смотреть на это, поэтому отправляются в погоню, для которой Сора вновь применяет свою силу и пересобирает разломанный механоцикл, стыренный со свалки роботами, в мотоцикл. Тем временем Ллойд обнаруживает отсутствие своих учеников в монастыре и спешит на помощь, а вот крысы привезли Лоба вместе с деньгами Крилл, а тут еще и Арин с Сорой подоспевают. В общем, начинается довольно красивая заварушка. По итогу герой, конечно же, побеждает, но из разговора мы выясняем, что деньги этой мадам нужны, дабы выкупить своего друга Таргала. Персонажи забиваются, что ниндзя найдут ее друга, а та отпустит Лоба с деньгами. Зеленый пытается найти ребят на перекрестке миров, но люди заталкивают его в какую-то палатку, в которой тот видит портреты своих друзей, в том числе и учителя. Оказывается, некоторые жители устроили традицию упоминания ниндзя, чтобы не забыть своих героев. Как ни странно, организаторы не узнают в Зеленом Ллойда, а говорят, что тот похож на Ву. Ну что за бред? Перед вами слепошарами стоит зеленоглазый блондин в зеленом костюме с мечом за спиной. Каким хреном он похож на старика с длинной седой бородой, посохом и шляпой? Меня прям вымораживает, как усердно новый сериал сейчас пытается нам навязать псевдомастерство Ллойда. Свое мнение об этом пишите в комментариях. Рай вместе с ребятами находит потайной люк в переулке, который привел ниндзя в злодейское логово Дорамы, где те находят истощенных крыс и самого злодея. Естественно, он пытается избавиться от них всеми возможными способами, и оказывается, что его жезл обладает способностью высасывать жизненную энергию, при помощи которой тот и устраивает все свои шоу. Благодаря именно этой трости он оживляет огромную марионетку самурая, в ходе сражения с которой Арин каким-то образом передает силу кружицу предмета, от чего даже Ллойд, появившийся минутой ранее, удивлен. В общем итоге они все вместе хватают Дораму, вызывают ментов на этого шарлатана и отводят крыс в стаю Крилл, а сами идут узнавать, кто занял первое место в конкурсе пирогов. И, конечно же, это оказалась улитка, а не желтый, занявший лишь второе место. Все они идут развлекаться на ярмарку, а за фокусником вместо полиции приходит Раз, перехвативший звонок. Он освобождает Дораму и забирает свою армию. 4 серия. За гранью разумного. Сора пытается использовать свою силу, а Арин проходит полосу препятствий, но не слишком уж удачно. Ллойд подбадривает своих учеников, как тут в небе появляется старый дар судьбы, на котором в свое путешествие отправился Кай. Происходит настоящее кораблекрушение, и герои спешат на борт, дабы не дать дару совсем разбиться. Сора каким-то чудом чинит
ловит его прямо в воздухе, благодаря чему ему удается приземлиться относительно мягко. Внутри они не находят красного, зато вот его записей просто куча. Именно по ним ниндзя понимает, куда следует отправиться, а именно в царство безумия. Тем временем в Империуме Дорама занимается проекционным устройством фоток, и вроде как он сможет запустить его, что означает не очень хороший исход для ниндзя. По прибытию герой обнаруживает битву драконов и краглингов, которые решают вмешаться на стороне крылатых, однако все это действие останавливает Ния. По сюжету мы постепенно соберем всех ниндзя. Из разговора мы понимаем, что начали весь конфликт вовсе не жители мира безумия, а драконы, которые напали на поселение краглингов. Из всего этого даже Ния сделала вывод, что Ллойд реально никчемный учитель, ибо даже не разобрался в ситуации. Водичка проводит персонажей королю Крагнеру, который их всех отводит на пир, на котором она рассказывает свою жизнь после слияния. Она пыталась найти дорогу в ниндзяго, но по пути увидела жесточайшее варварство со стороны земляных драконов, поедавших священную грязь, при помощи которой они становились только сильнее, а вот краглинги наоборот. Тут она заметила Кая, сражавшегося на стороне последних, и естественно примкнула к ним. Вместе они выстроили план контратаки, и началось финальное сражение, долгое и жестокое, в ходе которого Кай был, грубо говоря, выкинут с поля боя, а Ния отправила подбитый корабль на автопилоте до монастыря. Не знаю, как вам, кстати, но лично мне кажется, ее кружицу какое-то не слишком нормальное. В общем, как все думают, огненный ниндзя погиб, но тут нас переключают на самого Кая, который все это время искал поселение краглингов и вот наконец нашел. У самого выхода ему попались драконы. В итоге начинается очередная битва, в которой теперь участвует на 2 ниндзя больше, и выглядит все это очень эффектно. В конце концов все разруливает Райо, который каким-то образом перекачал священной грязью своих сородичей, и вся сила вернулась обратно в поля. После просмотра этого эпизода я уже могу сделать некоторые выводы по характерам ниндзя. Кая сделали прям безбашенным, но не таким, как в первых сезонах. Теперь он не просто горячая голова, а вот именно что безбашенный, такой краснушка уж точно не смог бы стать мастером, в отличие от его версии из первых сезонов. В общем, я ожидал от него большего. Ллойд такой же неуклюжий, но чуть более рассудительный, а вот Ния здесь получилась самой серьезной и сконцентрированной. В любом случае, может, я поспешил, ждем появления остальных персонажей, уже там посмотрим, что с ними сделало слияние. 5-я серия. Писари судьбы. Герои прилетают в облачное королевство, но там вовсе не спокойно, как это бывает обычно. Монстр-осьминог вылазит из разреза во время миротрясения, из-за чего чуть не погибают люди. Происходит мощная заварушка, в ходе которой мы успеваем получше рассмотреть сильно изменившееся облачное царство. Кстати, чудовище сильно лагает, и это жирнющая отсылка на Человека-паука через вселенные, где долго находящиеся в другом мире люди начинали виснуть. В итоге Кай с ней запихивает осьминога обратно в разрез, а Ллойд закрывает его при помощи силы стихий. Однако Арин с Сорой падают и, кажется, разобьются, но какой-то непонятный ветер вдруг спасает их. Они замечают, что это сделала какая-то писательница, которую, как мы уже знаем, зовут Евфразия. Героев встречает новый мастер письма по имени Светоний, который затирает, что все происходящее во всех мирах сделано по воле писарей, но ниндзя, основываясь на каком-то закадровом опыте, стебут его на эту тему. Короче, это просто сценаристы всех лего-мультиков. Они решают пойти проверить архивы облачного царства о слиянии, а детей оставляют на корабле. Сора с каждой серии все больше и больше переживает, что у нее, как она думает, нет силы стихии, что это все Раю, но Арин вполне успешно успокаивает ее обнимашками. Ребята замечают Евфразию и решают напрямую спросить, хочет ли она обучиться контролировать силу ветра в полной мере, на что та отвечает, что за это ее могут изгнать из королевства, и она потеряет даже родителей. И тут как нельзя, кстати, подойдет фраза «Твои родители отличные мужики», ведь в 5-м сезоне здесь никого кроме них не было. Но давайте лучше опустим эту тему. Обстановка накаляется, Раптон с охотниками Империума следят за героями, а разрез, как оказалось, был закрыт не до конца, и оттуда вновь вылазит осьминог. Конкретно этот случай доказал, что не всегда все следует по написанному. Тем временем мы узнаем, что в архиве у писарей есть Википедия, которая грузит со скоростью 3G в виде книжных червей. И только посмотрите, как Нии не по вкусу информация о поедании Ллойдом козявок. Боже, какая шутка! При вопросе же о слиянии гусеницы вдруг покраснели и начали закутывать добряков в кокон. Именно в таком состоянии Арин и нашел своих героев. В итоге все снова в сборе, и в бою им помогает даже новый мастер ветра. Не без труда, но портал им вновь удается закрыть, только теперь уже окончательно. К слову, Ллойд упоминает Мора, но лишь во фразе «Ты новый мастер стихии ветра, да? Знавал я прошлого, и сразу нравишься больше». Я с ним категорически не согласен, у Ветрогона был характер поинтереснее. В итоге, к сожалению, он остается в облачном королевстве, а вместе с
с ней и Ния, чтобы все-таки изучить свитки о слиянии. И оказывается, охотники стрелили пару драконов под шумок, и ведь никто даже не заметил. 6-я серия. Возвращение в Империум. Охотники вновь гонятся за очередным драконом, но ниндзя, естественно, тут как тут и почти одолевают злодеев, однако неожиданно Раптон выпускает Фотока, изобретение Соры из ее темного прошлого. Именно в этой сцене мы первый раз можем понаблюдать за ним в действии. Нас переносят в детство Соры, которая уже в нем успела сделать первый прототип Фотока. Это не очень одобряет учитель, но девочка все равно стремится вырасти и начать работать у доктора Лароу. Мы видим, как она побеждает в конкурсе технологий, то как доктор Лароу приглашает ее на работу в столь юном возрасте, и она, Анна, видит, как дракону Соре больно. Она уничтожает пульт управления Фотоком, после чего ее жизнь рушится из-за этой очкастой. От нее отвернулись друзья, и даже родители-мудаки перестали с ней общаться. Да, как вы понимаете, именно в честь этой драконихи Анна и взяла себе псевдоним Сора. Уже в это время герои упускают дракона, и Анна решает пойти в Империум и лично уничтожить Фотока. Ллойд, Арин и Рию пошли с ней по канализации, и даже там их замечают дроны, но им все равно удалось улизнуть. Ниндзя переодеваются и берут фейковые имена, одна лишь Анна осталась Сорой, от чего Ллойд явно недоумевает. Казалось бы, все пройдет по плану, но охранник задерживает их по причине отсутствия наплечников, которые нужно носить по будням. Не спрашивайте, императрица тут еще Ким Чен Ын, глупые законы, ее портреты везде и вечная слава Беатрис. В качестве наказания героев идут на платформу публичного позора, где их лица развесят по всему городу, из-за чего охотники узнают об их присутствии в Империуме, что явно кончилось бы не очень хорошо. Поэтому Арин с Ллойдом опять начинают заварушку, в ходе которой последний освобождает нового мастера огня, Wildfire, а Сора идет уничтожать Фоток, но доктор Лароу узнает ее. На сегодня, пожалуй, все. Если понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также обязательно переходите по ссылкам в описании. Сайонара!